Чрезвычайное положение в России. Силовики требуют решения Путина. Чекисты бьют тревогу. Десятки подпольных мастерских по производству оружия в РФ. К чему готовятся заказчики? Власть перешла к военным, губернатор потерял контроль и рассказал о смене режима в стране. Кремль открывает второй фронт, где готовят новый плацдарм и по ком готовится удар. На Западе бьют тревогу. Масштабный удар СБУ, горят военные аэродромы, экстренное отключение по всему Крыму. Об этих и других событиях к вечеру среды 24 июня. Оперативно о главном в Украине, России, Беларуси и мире. Это «Нехта». Я Олесь Корниенко, и мы начинаем. Новая атака на Крым оставила Севастополь без электроснабжения. Город не только погрузился во тьму, из-за отключений на линии не вышли троллейбусы, а детские сады перевели на особый режим работы. По данным местных мониторинговых каналов, одной из целей атаки могла стать Балаклавская ТЭС, ключевой энергетический объект полуострова. Назначенный оккупантами руководитель города Михаил Развожаев призвал жителей экономить заряды телефонов и пользоваться связью только в экстренных случаях. Враг снова бьет подло, стараясь лишить нас привычных условий жизни и посеять панику. На объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений и делают все возможное, чтобы вернуть свет. Закончил гауляйтер еще более пафосно. Нас не запугать отсутствием света. Мы переживали и не такое, выстоим и сейчас. На фоне перебоев оккупационные власти уже вводят веерное отключение света по всему Крыму. Электричество временно пропадало и на территории оккупированной Херсонщины. Удары ВСУ имеют и еще один неожиданный эффект. Ялта тонет в канализации. Укра, может, пора угомониться? Мы же тоже часть вашей нации. Электричество пропадает, а просветление наступает. Но били в Крыму не только по энергетике. Служба безопасности Украины отчиталась об ударах по системам ПВО оккупантов. Вблизи Керчи были поражены 2 единицы вооружения из состава ЗРК С-400, а также 2 зенитных комплекса «Панцирь-С-1». Также были атакованы военные аэродромы россиян в Гвардейском и Саках. Причем в СБУ подчеркнули, что на последнем были поражены 4 ангара для хранения авиационной техники. Российские оккупанты теряют контроль над небом Крыма. Каждый уничтоженный комплекс ПВО и каждый пораженный военный аэродром открывает новые возможности для дальнейших ударов Украины по военной инфраструктуре врага. Еще один удар, по сообщениям мониторинговых каналов, пришелся по району железнодорожной станции в поселке Кировское. Кроме того, сообщается о возгорании складов 133-й бригады материально-технического обеспечения Черноморского флота России. Топливный кризис, наконец, обсудили в Кремле. Вице-премьер Александр Новак доложил Путину о ситуации. Что касается текущей ситуации на топливном рынке, она действительно непростая, но контролируемая. По вашему поручению, Владимир Владимирович, правительство принимает все необходимые меры для стабильного топливообеспечения потребителей. Разработан комплекс мер, направленных на обеспечение дополнительных поставок топлива. Особенно сейчас, в летний сезон, с учетом повышенного спроса на нефтепродукты. По данным Reuters, российские НПЗ сейчас покрывают лишь около 80% внутреннего спроса. После серии украинских ударов по нефтяной инфраструктуре производство бензина заметно сократилось, а дефицит достигает десятков тысяч тонн в сутки. Лимиты на продажу топлива уже вводят по всей стране. Ограничения появились даже в Ханты-Мансийском округе, где добывают около 40% российской нефти. А чтобы закрыть растущую дыру на рынке, Москва готовится закупать бензин за рубежом и субсидировать его поставки из бюджета. Место духа Анкориджа запахло жареным. В западной прессе появилась новая сенсация. Financial Times пишет, что атаки на нефтеперерабатывающие заводы и военные объекты в глубине России проводятся при поддержке американской разведки. Получается, за этот недавний вид из кремлевских окон Путин должен благодарить не только Киев, но и Вашингтон. Более того, по данным издания, союзники Киева призывают руководство США и дальше делиться разведданными
эффективными для таких операций. А как ранее сообщал Киев Independent, во время саммита G7 Трамп советовал Владимиру Зеленскому действовать смелее и подчеркивал, что Путин не пойдет на уступки без давления. А источники Bloomberg утверждают, что в окружении американского президента все чаще считают, Россия не сможет добиться победы на поле боя. Тем временем сам Кремль пытается открыть второй фронт. По данным The Wall Street Journal, Москва усиливает давление на Александра Лукашенко и добивается более активного участия Минска в конфликте против Украины. Источники издания утверждают, что Кремль рассматривает Беларусь как возможный плацдарм для новых операций. Речь идет как об угрозах северным регионам Украины, так и о действиях вблизи границ стран НАТО. Одной из ключевых фигур в переговорах между Москвой и Минском называют российского посла Бориса Грызлова. При этом Лукашенко до сих пор избегал прямого вступления в войну. Несмотря на военное сотрудничество с Россией, размещение российских объектов и поставки топлива, Минск старается не переходить черту открытого участия в боевых действиях. Кстати, после ультиматума Зеленского диктатор с синими пальцами вообще заявил, что уезжает в некую длительную заграничную поездку. Неужели испугался? Как думаете? Ночь выдалась неспокойной для агрессоров не только в Крыму. Украинские беспилотники добрались до Оренбурга, а это более 1000 километров от границы. Местный губернатор вынужден был признать атаку и так разволновался, что забыл, как принято называть киевский режим. Массированную атаку беспилотниками по нашему региону сегодня организовал преступный режим ВСУ. Несколько БПЛА сбиты над промышленным предприятием в областном центре. Сохраняйте спокойствие. По данным мониторинговых каналов, под удар мог попасть местный газоперерабатывающий завод. Спутники зафиксировали сразу несколько очагов возгорания в промышленной зоне предприятия. Также местные жители сообщали об атаке на гелиевый завод. Раз, два попадания, 3, блядь. И вон там, короче, просто ебать пожар. Хе-хе, блядь. Вот это война интересная. Из-за налета временно приостанавливал работу аэропорт города. Выборы в России могут отменить. По данным «Медузы», в окружении Путина все чаще обсуждают сценарий переноса сентябрьского голосования за новый состав Госдумы на неопределенное время. Как утверждают источники издания, за эту идею выступают представители силового блока, включая руководство ФСБ и главу Росгвардии Виктора Золотова. Начались проблемы с бюджетом, продолжающийся рост цен, урезание, сокращение на предприятиях. Понятно, что ситуация только ухудшается, а это всегда отражается на рейтингах власти. При всем контроле проводить выборы в таких условиях – задача смелая. Формальным поводом могло бы стать введение чрезвычайного или военного положения в ряде регионов. Однако единства в Кремле нет. Против переноса, по данным журналистов, выступают Сергей Кириенко, Дмитрий Медведев и сам Путин. Отмена выборов может быть воспринята электоратом как утрата властями контроля над ситуацией. Украина и Молдова снова уперлись в венгерский шлагбаум. Будапешт оказался единственной столицей ЕС, которая отказалась поддержать совместное письмо в поддержку дальнейшего расширения Евросоюза. Как пишет Политика, документ нужен для продолжения процедуры вступления Украины и Молдовы в ЕС. Однако для его одобрения требуется согласие всех 27 стран Союза, а Венгрия выступила против. Нынешний премьер Петер Мадьяр уже не блокирует переговоры полностью, как это делал Виктор Орбан, но и торопиться с принятием Украины не хочет. По его мнению, ускоренное продвижение Киева может вызвать недовольство стран Западных Балкан, которые годами ждут своей очереди в Евросоюз. При этом переговоры о вступлении Украины уже перешли в практическую фазу. В Брюсселе рассчитывают открыть все ключевые переговорные кластеры в ближайшие месяцы. В Санкт-Петербурге появится символика Третьего Рейха, причем в самом людном месте, в подземке, на станции метро Парк Победы, которую сейчас реконструируют, появятся изображения шевронов немецких воинских подразделений времен Второй мировой войны. Как сообщил губернатор Александр Беглов, их нанесут на металлические плиты, по которым ежедневно будут ходить пассажиры. При этом идея вызывает вопросы. По российским законам демонстрация нацистской символики запрещена.
запрещена и может повлечь наказание. Правда, для исторических и мемориальных проектов предусмотрены исключения. Похоже, именно на них и рассчитывают авторы новой концепции станции. Ну, вот такая денацификация, более похожая на прославление. Российские чекисты опять похвастались успехами, но при этом, похоже, разболтали лишнего. ФСБ отчиталась о масштабной операции против подпольных оружейников сразу в 53 регионах страны. По данным спецслужбы, за 2 месяца были задержаны 128 человек, которых подозревают в незаконном производстве и продаже оружия. Одновременно силовики заявили о ликвидации 45 подпольных мастерских по всей России. Масштабы изъятого впечатляют. Сотни единиц стрелкового оружия, около 800 гранат, гранатометы, пулеметы и почти 190 тысяч патронов. Кроме того, силовики обнаружили более 100 килограммов взрывчатых веществ. По совпадению, информация опубликована как раз в 3-ю годовщину бунта Пригожина, когда тысячи вооруженных боевиков под одобрение толпы сначала взяли Ростов, а потом чуть не дошли до Москвы. Как выиграть войну, если вдруг случайно, я просто предполагаю, окажется, что этот дедушка законченный мудак? Интересно, к чему готовятся подпольные оружейники и их клиенты. Может, хотят повторить? Гойда, братья и сестры, гойда! Бойся! Мы идем! Не то священник, не то актер Иван Охлобыстин, который еще несколько лет назад прославился своим воплем на Красной площади и призывами к священной войне, теперь заговорил совсем по-другому. Да, бомбят нас нещадно, в труху разносят проказники инфраструктуру первопрестольной. Правда, особых надежд на смену политического и военного руководства юродивый путинист не питает, и, похоже, он тут призывает осуществить старый план Кутузова или сон певца Шнурова. То пусть все сгорит дотла. Нам к этому не привыкать. С Москвой уже такое не раз было. Москва этого не боится. Интересно, что, судя по интерьеру, этот пламенный призыв сжечь Москву Охлобыстин записал где-то за городом. Спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся утром.